Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Всех рада приветствовать. Мира, добра, гармонии и здоровья вам в ваш дом. Вот. Ну, давайте смотреть, да, по поводу страшных тайн, которые должны вам открыться. Ну, потому что иногда реально хочется, чтобы что-то открылось, потому что хочется перемен. И не всегда знаешь, что действует или что влияет на то, что у меня что-то не получается, да? А вдруг это тайна какая-то, а вдруг этот какой-то человек лазит там где-то за спиной, или что-то еще. Ну, давайте рассмотрим этот вопрос. Вот. Да, давайте. Ну, скажу так, скорее всего, для вас опять будет послание, потому что я всегда подключаю энергию, чтобы проводники были ангелы, вселенная, да, вот проводник от небес, от вселенной, вселенная, может быть, и сама, ну, к вам. Сейчас я пока болтаю тут, как-то тасую, чтобы правильно зарядить их, поставить на правильный ритм, как говорится. А вы проговорите свое имя. Угу. Так, есть. Сделаю сигнификацию. Посмотрим, что карты про вас расскажут. Ну и дальше по поводу вот этих тайн вокруг вас. А вдруг их вообще нет, да? Посмотрим. Девятка мечей. Шестерка мечей. Верховная жрица. Верховная жрица — это уже тайна. Тайны есть. Скажу так, расклад о тайнах, да. Энергия заряженная отлично, потому что сразу же с сигнификацией карты говорят, есть вокруг тебя тайны, которые нужно будет открыть. Потому что у тебя постоянные нервотрепки, у тебя постоянная какая-то головная боль, или переполненность ненужных каких-то мыслей, которые просто давят. Есть еще с каким-то человеком вы последнее время общаетесь, ну, вроде бы как разговор хочется начать нормально и поговорить там, может быть, даже пошутить, а не получается, как будто бы все сводится на слезы, либо просто на разочарование. Может, и не на слезы, а на разочарование. Есть как два разбитых сердца, что ли. Но это больше как идет, что у того человека свои вопросы, переживания, у вас свои, и никак нельзя, как раньше. Вот как портится все. Как будто бы вас вуалью накрыли. Да, может быть, Верховная жрица вышла, может быть, со стороны есть какая-то, опять же скажу, магия. Это значит, что вас закрывают друг от друга, чтобы вы друг к другу, когда подходите, постоянно сердились и злились друг на друга. Вот. Либо просто нервы напряжены настолько, что по-другому никак. Уже не понимаешь, а как дальше. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Потом вижу переживания по поводу погоды, какого-то дела, которое ждет подписи, что-то вам надо оформить. Я вижу переживания по поводу... Вы выспаться не можете, вы давно уже не можете выспаться. Вроде бы и спите, кто-то меньше, кто-то больше, но такое впечатление, что вы утром как будто бы не выспавшиеся просыпаетесь. Почему? Потому что вы засыпаете, и организм не отдыхает, а он перемалывает даже неосознанно все, что вы боитесь. Вы что-то боитесь. И очень-очень хотите, чтобы это наконец-то ушло. Вот такое есть здесь. Да, вы на нервах. С каким-то человеком вы поругались.
Ну вот я чувствую. И еще с одним, смотрите, и еще. С кем-то вы вроде как просто не можете сблизиться. Может, это ваш ребенок, и вы просто вот никак не можете поговорить нормально. Может быть, это ваша сестра, ваша дядя, тетя, вот родственник. Но никак не можете. У него свое мнение, у вас свое, и никак в общее не приходите. Еще есть человек, который издалека вас ругает. И вам это не нравится, потому что вы уверены, что вы на правильном мышлении, на правильном понимании. Кстати, правильно вы делаете. Единственное, что можете психологически это отпустить. А умственно, да, вы правильно, реально это делаете, и вы правильно об этом думаете. Если что-то у вас не так, все равно приходит момент, когда вы переосмыслить можете. Вы не тот человек, который будет до конца там бороться, даже если понимаете, что это неправильно. Вы все равно переделаете, вы поймете, вы примете, вы умеете просить прощения, когда знаете, что да, это надо. Вот такой вы человек. У Вселенной вы очень значимый человек, очень значимый. Раз Верховная Жрица, самая первая, вот после этих мечей вышла, это значит, что кое-что будет тебе открыто сейчас, кое-что со временем. Со временем. Вы очень много работаете, потому что у вас цель быть на плаву в этой жизни. Как же по-другому? И в радости. Вы не видите жизнь без денег. Нет, раньше, кстати, я могу сказать, я четко здесь вижу этот посыл, что карты мне говорят, да, когда-то было время, когда вам все равно было, сколько монет, ваших купюр, да, ваших денег в кошельке. Вам все равно было. У вас были мысли о будущем легкие, нормальные, а потом что-то произошло, и вы стали реально очень сильно переживать из-за нехватки денег. То ли кто-то дорогу вам перешел, то ли реально как будто бы вы много даете, аж устали уже, а денег не приходит нормально. Может быть, потому что вы рассчитывали, что вы будете сообща с кем-то работать, жить с человеком, да, где будет все вместе, а не получилось. Это боль, это растрата, это утрата, да, дало о себе знать. Но вы слишком сильно работаете, карты говорят. Вы слишком сильно работаете. Вы себя немножко даже губите. Потому что по судьбе у вас все равно идет восстановление. Просто судьба лишает вас чего-то сейчас, чтобы добавить в тот момент, когда действительно это будет нужно. Вы это увидите, вы это четко увидите, вы это поймете. Можно даже и сейчас, пока карты говорят, может быть, когда вы действительно это прочувствуете. Но смотрите, если карты так вышли, значит, уже сейчас они хотят сказать через этот расклад, что вы здесь не зря, потому что вы это слышите. Перестаньте подсчитывать и нервничать за то, что вы не получаете сейчас. Вы тут же начнете получать то, что нужно. Вас как будто берегут. Не знаю почему. Вот не знаю. Но как будто бы вас берегут от чего-то ненужного, которое может просочиться в вашу жизнь с тем, к чему вы сейчас очень сильно рветесь. Работа, забота чрезмерная, может быть, еще что-то. Но вы можете просто притянуть гадость какую-то, неправильную. Еще и будете потом разбираться с этим, нервничать. Успокойтесь. У вас все нормально идет, все правильно. То, что надо, всегда будет. Вы просто загадываете свои желания. Я хочу дом новый, допустим, скажите, да? Я хочу машину, я хочу, чтобы дети выучились на дорогую профессию. Я хочу, чтобы золото купить себе или собаку завести, не знаю,
что угодно. На все реально, по вашим пониманиям, да и по пониманиям обычных людей, нужны деньги. Да? Но эти подарки от судьбы будут вам. Будут, как только вы откроете действительно к этому дверь. А не будете нервно, быстрее, быстрее, надо. А что надо, когда надо? Вселенная не может определиться. Она ждет, когда вы действительно остановитесь и скажете «сегодня», либо через 2 дня. Возможно, через 2 дня, когда вы загадаете что-то, может быть, именно желание исполнится, а может быть, первый шаг. Нормально. Вот так вот конкретно откроется. И вы, еще чуть-чуть, и все, теперь я уже спокойна. Ну вот как-то так. Мужчины, если смотрите, то немножко перекручиваете на себя. Ну, потому что я говорю больше, конечно, с девочками, женщинами, да. А вы перекручиваете, да, потому что энергия, она для всех на этом раскладе, однозначно. Вот так. Дальше. Опять мечи. Ну, это 10. А с чем ты выходишь? Вам принес боль мужчина в прошлом, конкретную боль. Мне не нравится сочетание этих 3 карт. Во-первых, я однозначно скажу, здесь туз пентаклей и туз кубок. Ой, не эта карта, вот эта. Ну, тут ответ был, да, но эти карты говорят, что карты указывают, что улучшение ситуации в вашей жизни, в материальной сфере, в вопросах дома, в ситуации семьи у вас идут открытым способом. Очень хорошо идут и будут решены какие-то даже весомые проблемы в скором времени. А вот эти карты — это как защита от недоброжелателей. У вас она есть. Но смотрите, идет еще отцовская линия. Это защита рода. По отцовской линии. Отец жив-здоров, дай Бог ему долгих здоровых лет. Если на небесах уже, значит, аж оттуда старается. Если жив-здоров, да, все хорошо, значит, он реально проводник. Он одно слово скажет, чтобы у вас все было хорошо, или подумает о вас. И это и есть защита. Вы знаете, это очень много значит. Король. Выходит мечевой король, это значит король слова, король мыслей, король очищения и защиты, меч, защита от плохого, очень плохого. Вы знаете, вы должны были попасть в какую-то ситуацию, вы либо вовремя к врачу сходили, либо кто-то подсказал, подтолкнул вас вовремя на нужный уровень, да, жизни там, или от какого-то происшествия просто оттолкнули. Вы задержались где-то из-за чего-то или за кого-то, чтобы не попасть в какую-то очень-очень плохую ситуацию, потому что вас держит род по мужской сейчас линии. Вот в ближайшее время это будет открыто. Вы здесь слышите это, значит, это точно ваше. Дьявол — это карта, нехорошая карта, которая, да, могла бы привести вас в очень плохое. Это либо посыл от ваших недоброжелателей, и да, страшная тайна у вас есть. Вот кто-то очень сильно, вот даже эта тайна, потому что, ну, естественно, не хотят говорить, они могут улыбаться вам. В спину, в лицо, сбоку, без разницы как. Они могут улыбаться, говорить, настраивать, ой, давай сходим туда, я с тобой. А на самом деле есть в душе недоброжелание, есть какая-то гадость, такое как будто бы послание вам, как, не знаю, ну как чтобы у него, у этого человека что-то случилось плохое, чтобы все, не смог этот человек, это про вас, что-то доделать, что-то решить и счастливо жить.
Есть такое. Может, вы с ним не общаетесь, может, он издалека подглядывает за вами, так вот, искоса, да, как-то. Но есть такое по дьяволу. Вот эта боль по десятке, но по мужскому роду идет защита, однозначно. Все попытки обидчиков, скажу так, нанести вред, для них оборачивались бумерангом. Не всегда возможно это было сильно сделать, но все равно вы на данный момент со временем, потихоньку, может быть, даже в самой тяжелой ситуации вы становитесь для них неуязвимы и защищены от их негатива. Так что да, какая-то ситуация, может быть, смотрите, вовремя сделали операцию, вовремя пришли к человеку на собеседование. Вот что-то такое неожиданное, может быть, даже то, на что вы не обратили внимания, а вот оно было самым важным, потому что род мужчины, ну как, по мужскому, да, по отцу, там, может быть, и мама его тоже чем-то занималась хорошим таким, да, может быть, его отец был вот такой, не знаю, но там вот по роду есть такая вот энергия немножечко так вот на данный период, что она идет именно как в защиту. Но это хорошо, это очень хорошо, это защита. Это защита от действительно недоброжелателей. Карта говорит тихо, молчи. Почему? Молчи. Ты молчи. Королева жезлов, молчи. Почему? Впереди вас ждет встреча какая-то с чем-то сильным. Проявление со стороны. Восьмерка, выход из ограничений. Как путы срезаются. В вашу жизнь идет сильный, надежный мужчина, но про него я посмотрю позже. Мужчины, для вас женщина. Здесь однозначно противоположный пол, как говорится, да, ощущение. Мужчина, если смотрите, для вас идет женщина. Надежная, очень хорошая женщина. Как-то так. Но я вижу здесь, несмотря на прошлые разочарование и недоверие. Ситуация, она меняется в позитивную сторону, но почему вы то ли не верите в это, то ли в постоянных качелях доверия-недоверия. А если верите, значит, вы уже рядом. Так что, пожалуйста, карты говорят, ты, во-первых, молчи по поводу своих желаний окружающим, но всегда говори просто вот во Вселенную. Я говорю, вот на раскладе здесь, да, вы можете прям проговорить, что вы хотите. Вы можете написать в комментариях, можете подумать и написать «да будет так», да, проговорить для себя, чтобы никто не читал, но написать «да будет так». И, кстати, напишите, пожалуйста, сейчас мне очень сильно это идет именно в комментариях, там, по-моему, нет такого, чтобы значок бесконечности, да, нарисовать. Но восьмерку, тогда напишите восьмерку. Вот просто напишите в комментариях восьмерку, но ассоциируя это с бесконечностью, потому что вы не в тупике. Вы из этой сетки тупиковой вы вышли, или выходите, или, как еще не знаю сказать, но вы, короче, вы не в тупике. У вас реально вот эта подвешенность, она чисто вот как просветление.
Да, бывают ситуации подвешенные, бывают, что у вас не получается справиться с какой-то раздражающей ситуацией, с какой-то тяжелой ситуацией, но все равно ангелы с вами. Они вас, во-первых, защитят, а во-вторых, Вселенная. Не бывает зло, 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 зло. Нет, добро всегда побеждает. Главное в это верить и знать. И да, к себе это присылать. Вот пишите в комментариях. 8, да, если значок какой-то, я не знаю, можно ли вот эту бесконечность, да, нарисовать. Я впускаю в свою жизнь, пишите, не знаю, вот по-своему, но мне идет как перемены обязательные, чтобы Вселенная прочитала, что да, вы верите в это, да, вы знаете, да, вы это принимаете, да, вы уже стоите и ждете в конце концов. Давай сейчас, я хочу вот сегодня, я хочу завтра, я хочу там через 2 дня, я хочу вот в этот период времени, я хочу хотя бы вот до этого времени, чтобы у вас реально этот процесс уже открылся. Это очень важно, это очень сильно сейчас. Видите, он рукой, пальчиком рот закрыл. Тихо, тихо, тихо. У тебя все как раз сейчас правильно. Эта карта хочет сказать. Да, в каких-то ситуациях кажется, что вы в подвешенном состоянии, но бывает, и что делать? Но самое главное, жизнь идет, и хочется, чтобы она шла в правильном направлении. Поэтому берем и делаем. В общем, так, как-то так. Но счастье у вас в руках. Впереди вас ждет, я уже сказала, встреча, да, со стороны сильного и надежного человека. Для мужчины женщина, для женщины мужчина. Однозначно. Важные знаки, я говорю, вот как будто бы 8, но оно как будто бы в бесконечие такое вот, как лежачая 8, да, идет. Потом вы выходите из состояния, вот по этой карте, зимней спячки. Вы трансформируетесь в победителя. В победителя. Победа обязательно придет в вашу жизнь. Не может быть вечно плохо. Не может и не будет. Да будет так. Да будет так. Вот. Ваше будущее обещает процветание вопреки всем препятствиям, которые вот встречаются. Вопреки всем препятствиям. Так, перевернула. Тройка, императрица. Это сила энергий. Мужчина, для вас это сила энергии. Действительно, вы встречаете свою радость в свою жизнь, потому что она идет. Девочки мои хорошие, вы радость тоже встречаете, но вы как будто даже огонек в этой жизни. А мужчина, получите огонек вот скоро. И вы тоже его вот как зажгется он над вами. Я не знаю, но тут как звезда, как будто бы что-то такое вот интересное. Вы увидите, вы услышите, поймете, но это как знак. Кто из вас постоянно переживает? Кто из вас постоянно говорит: я так жду уже, там, не знаю, 7 лет, 6 лет, 5 лет, может быть, месяц, да? Жду, а никак не исправляется что-то. Не надо впадать в отчаяние. Бывает. Ну что поделать? Иногда не в наших руках, но у вас-то есть защита. Вы-то на ногах на своих, да, как говорится. Значит, у вас хорошее будущее, прекрасное будущее, которое реально исправится. Вы будете счастливы. Обязательно вы будете счастливы. Так, что еще? Давайте по поводу мужчины посмотрим. Мужчина для вас по поводу женщины, да, вы немножко переставляете на себя. Колесо времени. Звезды, я же говорю, длинная счастливая жизнь. Просто по
хотела сказать по правосудию, но да, в вашей вселенной. А это колесо времени, это колесо фортуны, вашей судьбы по звездам. Значит, ого, сколько всего еще будет интересненького. Так, восьмерка осени. Восьмерка осени, восьмерка пентаклей. Много работаете, она тут тоже выходила. Ну, карты просто вот кричат, вы много работаете. Кто из вас отказался от чего-то? Кто из вас от чего-то отказался? Правильно сделали или нет? Да, опять императрица выходит. Это энергия правды. Это энергия правильного ответа. Смотрите, у вас был выбор недавно или в какое-то время, да? И вот если вы отказались, это правильно. Если вы все-таки сейчас должны сделать выбор и вот отказываться либо нет, вот что вы примете, то как? То будет правильно. Слушайте, вам идет подсказка. Вы как, откуда видите, слышите подсказки? Вы их чувствуете, да? Есть у вас интуиция, есть ли у вас предчувствие какое-то? Потому что кто-то может, допустим, встреча намечается с кем-то, кто-то может отказаться, кто-то может все-таки пойти. И в любом случае именно вы, что вы примете, будет правильно. Десятка лета — это правильное решение, которое приведет к нужным, очень хорошим, радостным последствиям. Но и императрица. Вы делаете все правильно. Вы остаетесь на своем месте, и вы закрываете себе какую-то, может быть, нечаянную неудачу, которая вам совершенно не нужна. Так что не переживайте, принимайте решения, включайте немножечко свою чуйку. Вот. Может быть, придется с кем-то посоветоваться, но кого бы вы ни услышали, все равно вы будете принимать свое решение, и вы будете правы. Вы будете правы, не переживайте, если есть у кого-то такое. Так, что еще карты скажут? По поводу мужчины, женщины, да, вот это я же хотела, а тут карты вот такое сказали. Так, сейчас. Ну, женщина выходит, тройка — это работа. Мужчина по двойке осени. Одной из главных тайн, скажу так, этого расклада можно даже, является появление или раскрытие истинных намерений какого-то человека. Для мужчины — женщины, для женщины — мужчины. Вот так. Карты указывают, что это может быть человек из прошлого, может из настоящего. Но этот человек нацелен на серьезный разговор или на серьезный поступок. Но до этого момента его намерения были скрыты от вас. И вот, наконец-то, вы что-то откроете для себя, либо он сам откроется. Очень сильно какой-то человек просто вот идет к вам на порог. Он очень хочет проявиться, написать. Может быть, это ваш бывший муж или жена, да, вот мужчины, если смотрите. Может быть, это ваш родственник какой-то, очень хочет что-то прояснить, что-то уладить, чтобы не было каких-то закрытых, непонятных ситуаций. Вот. Может быть, это совсем какой-то вообще чужой даже человек, через которого вы хотели что-то решить, а не получилось, а вот сейчас он проявится. Либо вы еще раз к нему обратитесь. Не знаю, но здесь очень хороший момент. Даже если вы поставите все точки над «и» больше не будете никогда видеть этого человека, все равно этот момент очень многое для вас решит. Вы работаете, вы действуете по тройке пентаклей не просто так. Вы решаете свой вопрос во благо. Вот такая тайна какая-то вот откроется еще. Тайна решения, тайна от человека, который вот мыслит, но вдруг проявится и что-то будет говорить. У вас есть в окружении черная, кстати, зависть. По нулю вы выходите. Рыцарь лета, очищаетесь. Семерка осени — это не ждите. Не ждите. Сейчас скажу. Смотрите,
Как же тут объяснить лучше? Почему не ждите? Ну, потому что иногда вы ждете чего-то, ждете. Не ждите, потому что вы путаетесь в чем-то, как в паутине. Раскрывается тайна, что некоторые люди из близкого круга могли питать скрытую зависть и желать разрушения ваших планов или вашей даже жизни просто, несмотря на внешнее дружелюбие. Было как-то в раскладах, опять такое вижу. Но опять же скажу по семерке осени, не ждите от них извинений и не ждите от них сильных проявлений, потому что оно вам не надо. Если вы думаете, что какая-то тайна, да, должна открыться, чтобы я понял, кто, что, нет, не надо. У вас оно автоматически как-то вот уходит, отходит, отскакивает от вас. Да, вам завидуют. Но опять же скажу, через род ваш у вас идет защита от этого, вот в это время. Через какое-то время, может быть, какой-то другой ангел подключится. Через род женщины будет, может быть. Но пока что так. И не переживайте. Если кто-то вам завидует и хочет плохого, здесь идет защита. Да будет так. Во все сила пусть приходит в вашу жизнь. Есть черная зависть. А знаете еще какая тайна? Тайна не для вас. Сейчас вот эту колоду возьму. Тайна не для вас, а для ваших недоброжелателей. Кто-то говорит: ох, она сплошная тайна. Ну или он там, мужчина, перестраиваете. Ох, она какая-то странная стала, странной, да? У нее есть тайна, она что-то скрывает. Он что-то скрывает такое. Почему? Нулевой, хороший рыцарь. Угу. Ваши дороги идут умеренно, потихоньку, но правильно. Да, в каких-то вопросах вы уже другой человек. Люди удивляются, что не так. Она действительно что-то скрывает там. Что не так? А это все ваша неуязвимость. Они не могут понять, почему вы не падаете. Почему то, что направлено против вас, сменяется мгновенно на возврат, на бумеранг и возвращается вот всем тем, кто это посылает. Они в шоке. Почему? Я хочу, чтобы вот у этого человека было плохо, а плохо у меня. Раньше такого же не было. А потому что вот подключено. Именно сейчас подключено вот это вот, не знаю, вот эта вот защита, да, подключена. В ближайшие 12 дней чего-то ждите. Начальник, значимая фигура, учитель, родственник, кто, без разницы кто. В ближайшие 12 дней этот человек может открыть вам глаза на реальное положение дел, помогая прояснить ситуацию, которая оказалась запутанной или даже подозрительной. Но ваши недруги конкретно получат обратку, а у вас идет восстановление. У вас идет восстановление. Что еще? У вас есть страхи. Страх, но рыцарь осени — это больше как стоишь на месте. Тройка лета — это больше как третий лишний, но и в то же время ошибки, страхи, навязанные.
Да-да-да, еще как. Крысы вокруг. Страхи, навязанные извне у вас. Эти страхи возникают из-за того, что люди насмотрелись и наслушались чего-то, чего раньше не боялись. Понимаете, смотрите, здесь идет какое-то соприкосновение. У вас есть страх и страх у ваших недругов. У ваших недругов это вдруг обраточка. Как это так? Раньше-то все было круто, нормально, а сейчас у вас наконец-то начинает восстановление идти, вопреки всему. Но у вас тоже есть страх. Страх, а вдруг все закончится, а вдруг ничего не исправится. Избавляйтесь от этого страха. Избавляйтесь. Нельзя. Нельзя эти слова говорить «я боюсь». Наоборот, говорите «я не боюсь». У меня реально будет все хорошо. У моего родного человека будет все хорошо. Ну и своими словами даже. Не надо бояться. Хотя страх есть. И да, понятно почему. Потому что реально есть весомая ситуация, которая пугает и из которой тяжеловато выбраться. Но вы выйдете из этого. Очень скоро. Это вам по судьбе. Это будет. Может быть, вас кто-то целенаправленно накручивает? Внушая, например, негативные какие-то установки. Может, о личной жизни, может быть, о каких-то окружающих людях, либо о каких-то окружающих вас ситуаций. Может быть, это надо пересмотреть и расслабиться. Тогда у вас будет просветление, тогда вам станет легче, и тогда ближе будете к своей радости, к своему исправлению вашей ситуации жизненной. Да, так тоже может быть, поэтому надо исправлять. Почему? Потому что навязанный страх, он выступает как ограничивающий фактор, который мешает человеку двигаться к успеху. Не бойтесь завтра, завтра это только слово. Но мечтайте, планируйте в лучшем направлении, в радости. О, завтра будет самый лучший день. Даже если не получится завтра, ничего, значит, послезавтра получится. Энергия обмена должна соответствовать. Вселенная хочет вам того, что испытываете вы. Если страх, опять страх дает. О, значит, около нее страх. Может быть, она это любит. А если около вас уверенность, вам дают хорошее. Ну вот так. Вот. Как-то так. Что еще? Что еще карты скажут? Ну, завистники, недоброжелатели, да, они боятся вашего успеха. В каких-то ситуациях они уходят даже в Луну, в какие-то в ограничения. Хотят вас увидеть в клетке событий, а видят потом себя. Все будет нормально. Тем более вы в этом уверены, все однозначно будет так. Вот. Что еще здесь? Ну, бумеранг. Вы поняли, что бумеранг существует? О, по магу. В отшельники теперь идут люди, которые вам плохо делали. Маг и отшельник. Вы выходите, а они в клетку попадают своих же действий. А у вас любовь, благоприятные дни, не знаю, года, да, вот у вас нормализуется жизнь. Очень даже в хорошем свете и в хороших энергиях. Страшная тайна для врагов. Мне понравилось, что карты говорят. Что вы сейчас под защитой мощной. Угу. Так, что еще? Давайте еще эту колоду. В принципе, все, наверное, да?
Ну, карты неплохо сказали. Здесь есть сила исправления, здесь есть сила защиты. Берите ее, подписывайтесь на канал здесь, да, вот, чтобы брать. Реально просто вот она идет, и вы тут же вот смотрите и берете ее. Подписывайтесь на канал на Ютубе, только на Ютубе Анна Тарот. Только на Ютубе, не забывайте. Только здесь эта энергия. Ютуб. Двадцатый аркан, аркан Всевышних сил, очень сильный. Четверка кубков, вам судьба дает исправление. Где-то в каких-то, да, ситуациях, может быть, и было испытание по кармическим каким-то вопросам, но ничего. 11-й аркан, аркан, когда вы берете ловушки, расставленные для вас, и бросаете их вашим врагам. Ой, хорошее исправление идет. Ох, хорошее. Такая вот карта. Вот. Смотрите, я тут еще увидела кое-что. Вы с кем-то из родственников, по-моему, ссорились или просто разошлись, не общаетесь. Значит, знаете, вот каких-то родственников от вас их отталкивает ваша излишняя честность и очень такое вот сильное стремление к справедливости. Вы не можете позволять другим поступать нечестно или пренебрегать хорошими людьми, хорошими поступками, или перегибать палку в каких-то ситуациях, из-за чего вот эти вот родственники, ну, может, и еще и окружающие просто, да, могут вас недооценивать и даже испытывать неприязнь и испытывать вас в каких-то вопросах. Это очень нехорошо, потому что им не удается повлиять на вас и на ваши принципы. Это по вот этим картам. И хочу тут сказать, что Вселенная сейчас говорит, вы на правильном пути, вы правильно делаете. Просто иногда, если вы это чувствуете, можно промолчать, улыбнуться и отвернуться. Но если вы чувствуете, что нет, тогда делайте, как всегда делали, потому что вы справедливость этой жизни. Но потом не беритесь на душу, улыбайтесь, опять же, и отворачивайтесь. Просто сделали свое дело, вы правы. И все, и забыли. В копилочку. И дальше идете по жизни. Не надо вспоминать. Будут что-то говорить, не знаю, не разговаривайте, либо задайте ему вопросы, положите трубку, как говорят, да? Пусть там думает. А что ж тогда действительно сказать и ответить? Вот как-то так. Кстати, задайте вопрос, даже сейчас. Какой вопрос вы задаете? Что вы хотите? Действительно. У вас это будет. Только со злом справится бумеранг судьбы. Добро придет к вам обязательно по глазу Вселенной. Потому что звезды — это ваша жизнь. Это Вселенная, которая убирает тень, убирает тучи с вашего жизненного пути. И еще раз хочу сказать, да будет так. Вы очень хороший человек. Вы действительно очень хороший человек. Поверьте в это, если кто-то не верит. Если верите, ну, значит, неплохо. Это очень даже хорошо. Высшие силы с вами. Исправление идет. Сильное исправление. Что тут на дне колоды? Высшие силы — это правосудие,
Высшие силы посылают к вам правосудие, когда действительно ты понимаешь, где так, а где вот так. И эта жизнь дает тебе новые ходы. Все взвешено. Новая страничка счастья открывается в вашу жизнь. А что в этой колоде? А здесь сильный аркан магии. А раз она на дне колоды, значит вы по справедливости, еще раз скажу, все это зло откидываете от себя, либо как защищены, да, вот этим всем, что там откидывает. Да и вы сами, может быть, делали себе обереги, и они тоже заряжены позитивно. Вот. Но еще и эта карта говорит, что вы сейчас находитесь в распределении 4 стихий, которые будут по правосудию, вот, по правосудию работать на вас. А мне нравится эта ситуация, мне нравится эта позиция, мне нравится, что карты так именно захотели сказать, и что вы это услышали. У вас все будет хорошо. Вот так. Все, на сегодня все. Счастья громадное-громадное вам. И пускай все это исполняется, но только во благо каждому из вас. Да, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик, оставляйте комментарии. Вот. И да, увидимся, услышимся на связи. Все будет так, как надо.